Всем привет, друзья! Мы с вами в Норвегии, движемся в сторону Сортланда. И сегодня мы поговорим о режиме труда и отдыха, но не в обычном формате. Я вам там буду рассказывать по понятиям, что там, как ехать, как не ехать. Нет, я вам расскажу самые большие штрафы и за что они были по режиму труда и отдыха в целом вообще в истории. И, собственно, откуда вообще в целом взялся режим труда и отдыха, кто за этим всем следит и кто иногда какие-то фантастические идеи придумывает для этого всего мероприятия. Также я базово дам информацию для тех, кто не в теме дальнобоя, потому что таких зрителей у меня огромное количество, около 50%. Может быть, даже и больше. Поэтому я какие-то моменты буду пояснять. Ну и давайте, наверное, с вами начнем с истоков. Когда вообще зародился, кем он контролируется. Первые попытки регулирования времени, труда и отдыха водителей в мире предприняли еще в начале 20 века. С того момента, как начался очень сильно развиваться автомобильный транспорт. В частности, в Европе и США законодательные нормы, ограничивающие время непрерывного вождения, начали появляться в 1930-х годах с целью повышения безопасности дорожного движения и защиты водителей от переутомления. То есть, я думаю, всем понятно, что пока рос спрос, создавались новые транспортные компании, логистики, и транспортные компании, естественно, пользовались тем, что вот наш водитель может ехать двое суток не останавливаясь. И тем самым они где-то чем-то убивали конкурентов. Поэтому я не совсем думаю, что в первую очередь режим труда и отдыха был придуман для безопасности окружения и водителей. Да, конечно, огромное количество аварий люди засыпали, но по мне так они не перестали засыпать с тех пор, как режим труда и отдыха пришел в действие. Ключевые этапы в истории регулирования. 1930-е годы. Появление первых законов в западных странах, устанавливающих лимиты на ежедневное время вождения и требующих обязательных перерывов. 50-е и 60-е года. Введение международных соглашений и стандартов, особенно в Европе. Таких как Европейское соглашение, касающееся работы экипажей транспортных средств, производящих международные автомобильные перевозки, которое было принято в 1970 году и устанавливало унифицированные правила для стран-участниц. Что же в это время происходило в СССР? В СССР ничего, собственно, не происходило, мне кажется, с режимом труда и отдыха. Даже не нужно здесь читать историю и ничего. Там как ездили, так и ездят. Сейчас что-то плюс-минус где-то соблюдается, но на самом деле это все пыль. Там компании работают, как им в голову взбредет. Если водитель даст слабину и будет ехать 3 дня не останавливаясь, ну, значит, и компании хорошо. Давайте в целом перейдем к базе, наверное, чтобы люди понимали, что к чему. Значит, вот я работаю, у меня есть определенные правила. Главное правило. Начнем с того, что у меня есть 24 часа, я работаю один. Мы не говорим про работу в экипаже. Я чуть позже несколько моментов добавлю про работу экипажа. Главное, что для меня, у меня есть 24 часа. В этих 24 часах он у меня разделяется на работу и отдых. В моей работе включается и вождение, и погрузки, и заправки, и все остальное. Да? Между водителями это молотки у нас идут. Все, что кроме вождения, это молотки. Таких 24-часовых периодов может быть у меня в неделю 6 штук. Наконец, 6-го 24-часового периода я обязан встать на еженедельный отдых. И по порядку давайте. Еженедельный отдых составляет, здесь не надо ошибаться и не надо путаться, 45 часов, не 24, а 45 часов, не 46, а 45, не 48, а 45. Вот, 45 часов. Также отдых ежедневный в этом нашем 24-часовом периоде составляет 11 часов. Непрерывный отдых 11 часов. Полноценный отдых. Не 9.
И теперь давайте, почему не 9? Что такое вообще 9? 9 это такая хитрость, придуманная тоже не для водителей, не для безопасности и не для сна. Совершенно верно, она придумана для транспортных компаний и логистических всяких организаций. Значит, 3 раза из 6 водитель может сделать отдых 9 часов. При этом его общее рабочее время вождения, там, загрузки, заправки будет составлять 15 часов. 15 плюс 9 – 24. За 24 рамку мы не выходим, когда работаем один. Вот это главное нужно понимать. Если мы используем 3 девятки, то есть вот мы 3 дня можем работать по 15 часов. На самом деле, вот так вот с бухты-барахты, на первый взгляд, может мало кто-то что понимать. И я повторяю, что это видео не для уже бывалых, те перцев, которые на зубок знают режим труда и отдыха, я его не знаю наизусть. И еще добавлю, что это видео не обучающее. Это видео просто информационное в первую очередь. И моя точка зрения на все это, на всю эту историю. Вот. Значит, давайте дальше продолжим. Вот мы получили, это называется сокращенный у нас отдых, да, 9 часов. И также есть, почему я сказал 45 часов именно, это наш еженедельный отдых. Потому что есть сокращенный еженедельный отдых, который составляет 24 часа. Затем мы должны дать компенсацию. Но не об этом, это тяжелая у нас история. Я наконец ее оставлю. Вот. А пока что по главным. И давайте первый штраф. А самые первые штрафы в целом-то мы не сможем, наверное, найти корни. Где и когда, за что он выписывался, кем он вообще регулировался, также непонятно. Я думаю, на первое время все регулировалось просто локальной какой-то региональной полицией. На это у нас есть пример очень интересный, о котором, про который я вам расскажу когда? Через одно видео. В фильме это отображалось, в американском фильме. Я думаю, вы немного знаете американских фильмов про дальнобойщиков. В целом, самые крупные штрафы, которые были за всю историю в режиме труда и отдыха, в основном составлялись из нескольких пунктов. То есть там не конкретно за одно нарушение, а транспортники, когда останавливали, смотрели там, например, у водителя 20 нарушений за месяц, и подсчитав все это, выписывался штраф. Так, я напомню, что по режиму труда и отдыха штраф выписывается в большинстве случаев не только на водителя, а на транспортную компанию. И как зачастую, естественно, на транспортную компанию этот штраф составляет в двукратном, а то и в трехкратном размере большим, чем выписан был штраф водителя. Пример одного из штрафов, который составлял более 12 тысяч евро. Один из самых крупных штрафов на водителя. Был задержан водитель из Турции в Германии. И за 4 недели ему посчитали все нарушения и выдали, собственно, такую сумму. Также на месте в качестве залога в счет штрафа с него потребовали 6 тысяч евро. То есть его не отпускали до тех пор, пока он не заплатит 6 тысяч евро. Продолжим мы дальше с вами разбирать. Проехали мы мост с вами и сейчас будем съезжать на кольце на Сортланд. Продолжим с вами про режим труда и отдыха. Мы разобрали с вами паузу, работу, вождение. Помимо сокращенных отдыхов, есть такая функция, как... Да, наверное, главное, что сколько же часов мы можем ехать? Ехать мы можем 9 часов в день. В 20 этих 4 часах мы можем ехать 9 часов, из них непрерывных 4,5 часа. Здесь зачастую ребята, приезжающие с Востока, с Азии, путают эти понятия, и они едут просто 9 часов. Они, в принципе, могут ехать и 24 часа без паузы. Вот. В ответ, когда у них транспортники спрашивают, куда ты ехал, ты ж нарушаешь, они отвечают, что я ж не устал, поэтому я ехал. Вот так. Поэтому незнание режима труда и отдыха вас не
не бережет от штрафа, короче. Итак, 9 часов вождения в день. И также 2 раза в этих 6 24-часовых наших периодов, 2 раза мы можем проехать по 10 часов. То есть как это будет выглядеть? Мы просто сделаем дополнительную паузу. Пауза наша составляет 45 минут. Так? Вот мы делаем там, например, разделяем 10 часов на 3, 3, 4, 2, 2, 3, нет, так не получится, 2, 3, 5. Короче, 3, 3, 4 будет у нас примеры. А так, в целом, делите как хотите, делайте паузу сколько хотите. Но, опять-таки, не всегда вы можете себе позволить там роскошь такую, как отстоять там среди бела дня просто так, в сумме 5 часов, например, да. Обычно у нас вот загрузка, там у нас выгрузка завтра, ага, по времени, все, погнали. Поэтому в сумме, что мы получаем? В неделю мы можем проехать максимум 56 часов. Вот и считайте. 56 часов это за одну неделю, то есть за 6 дней, если быть точными, так? Также за 2 недели максимально выходит у нас 90 часов вождения, не больше. Как это происходит? Стартуем первую неделю, выезжаем все 56 часов. У нас остается на следующую неделю всего лишь 34 часа. Здесь вот этот пунктик в целом с 90 часами и 56 мне нравится. Вот это, ну, реально как бы делалось для водителя. В чем суть? Например, приведу я пример, что начинаем рабочую нашу неделю с понедельника. Да, кстати, здесь я немножко отвлекусь, что рабочая неделя наша может начинаться и в субботу, и в среду, в любой вообще день. И от этого дня мы отсчитываем 6 календарных дней и заканчиваем, например, начали в субботу, заканчиваем в пятницу, начали в понедельник, заканчиваем в воскресенье. Вот такая вот идет у нас система. Да, пунктик этот нравится мне, который. Начинаем в понедельник, заканчиваем в субботу, выезжаем 56 часов. Ребята там фоткают из окна, молодцы. Да аварийку включите. Выезжаем 56 часов за первую неделю. В субботу мы останавливаемся, делаем сокращенную, например, паузу 24 часа и стартуем в понедельник. У нас остается 34 часа всего лишь вождения. А что такое 34 часа? Это у нас всего лишь 4 дня работы. И мы в четверг заканчиваем работу и отдыхаем аж, ребята, до ночи, 3 часов ночи понедельника. Круто? Круто. Поэтому эта тема, да, нормальная. Делалась для безопасности, для водителей. Компенсации. Компенсации, давайте, наверное, дело такое. И мы подведем сейчас, да, к этому моменту, к самому такому горячему вопросу РТО. 45 часов в кабине. Кошмар. Не делаем. В отель. Делаем. Там нельзя. Там можно. Там штраф. А как поступить? А что говорить? Вынимаем чип, не вынимаем чип. Пишем письмо какое-то, не пишем письмо. Что вообще делать? Что делать, если к вам полиция подошла на 45-ке? Прятаться. Не шевелиться. Убегать. Открывать. Что делать? Вставлять чип, заводить в машину, начинать рабочую смену. Куча всякой разной информации. Итак, главная тема. 45 часов отдыха. И, значит, перед этим я поясню для тех, кто не понимает. Вот мы сделали 24 часа, затем мы на следующей неделе можем сделать еще 24 часа, например, да? Но затем мы обязаны в следующую, вот уже это будет 45 часов, к этим 45 часам мы должны прибавлять еще то, что мы не доделали, да? По 21 часу с каждого. Итого 42 часа мы еще должны приплюсовать. У нас выходит под 90 часов отдыха в итоге, если таким образом работать. И это до поры до времени было на спуске. Все работали, большинство компаний, 45-24, 45-24. Почему так все работали и никому за это ничего не было? Никакие компенсации никто никогда в жизни вообще не делал. Потому что штраф был за 28 дней.
А раз штраф за 28 дней, то вы ничего сделать нам, транспортники, официально не могли. Но уже в этом году, или когда там был этот последний пакет мобильности, про пакет мобильности, что это такое, я попозже расскажу, что сделали так, что теперь нас могут проверять, сколько это, честно, даже я не знаю, напишите в комментариях, сколько дней, я по памяти не помню. Короче, 2 месяца нас могут проверять, 28, по-моему, 56 сделали, да, или сколько дней там, или 60 с чем-то, я не знаю. Для чего они это сделали? Вот как раз таки, чтобы и контролировать ваши 45-ки, 24-ки, что, как и где, и за это теперь можно смело влепливать штрафы. Ну, конечно же, это увеличивается диапазон вообще в целом штрафов давать, то есть, да, что можно было только за месяц давать, теперь можно давать за 2. Ну, это увеличило сумму штрафов в целом, и карманы набились определенных государств за счет этого. Запрещено, не запрещено? Я сразу вам отвечаю. 45 запрещено во всех странах Европы без исключения. Дальнейшее действие, штрафы, где дают, где не дают, все зависит от стран, насколько они к этому относятся лояльно, нелояльно. То есть транспортная сфера, да, или полиция, кто это соблюдает в зависимости. Но запрещено это в любом случае, везде. Как работают? Как это на самом деле все работает? Запрещено, что делаем? Ну, в Европе в некоторых компаниях есть свои какие-то базы, на которых водители изгоняют к выходным, они там тусуются. Там есть какие-то пару коек места. В целом водители находятся на закрытой территории, как бы по адресу компании. То есть уже автоматически к ним не касается эта 45-ка. Даже если у них чип стоял, не стоял, плевать. Они находились в компании, по факту они находились дома, раз они находились на территории компании. Все. Это нам не интересно. Другой момент, есть рабочая схема, когда водители на паркинг останавливаются и куда-то там еще едут на такси день или на поезде 2, заселяются в отель и также в обратную сторону потом. Вот. В это время машину их не обокрали, солярку слили, вот, и все на этом. Я к этому отношусь категорически негативно, к этим вот историям. Вообще в целом к запрету, что в кабине нельзя делать 45. Да с хрена ли? Вообще, кого должно колыхать, где я хочу делать свою 45-ку? Это моя 45-ка. Это мой отдых. И, собственно, к этому мы тоже немножко сейчас подойдем. В общем, кто-то находится в кабине, вынимает чип, кто-то не вынимает чип. Здесь уже главное, что это когда вы идете куда-то работать в компанию, вы должны это обговорить сразу же с работодателем. Какие условия по 45-ке, как мы ее делаем. Вот это в первую очередь. И дальнейшее вы соблюдаете так, как вам говорит компания. Если вы с этим не согласны, свободно ищите другую компанию. Вот и все. Да, Норвегия удивительная страна, только здесь можно грузовикам обгонять легковых на постоянной основе. Так вот, действия. Действия, противодействия, штрафы за это тоже большие. И, собственно, какой же был штраф зафиксированный большой за 45-ку в кабине, в какой стране? И здесь у нас рекордсмен, поэтому и в целом у них зафиксирован этот, не зафиксирован, предположен штраф самый крупный во Франции. И здесь, во Франции, максимальный штраф для компаний до 30 тысяч евро за несоблюдение этого. В самых серьезных случаях, то есть повторные нарушения одной и той же компании, одним и тем же водителем, даже есть тюремное заключение. Вы можете ознакомиться со статьей L3315/4/1 Транспортного кодекса Франции. И то есть это максимальный штраф, который суд может наложить на компанию за непредоставление водителю надлежащих условий отдыха. То есть они это именно так трактуют. Но на самом деле мы вспоминаем, ладно, там на данный момент немножко они настроили там отелей по Европе, да, там Франция, там Бельгия, Германия. Но когда это все было придумано,
Какие где были отели? Нигде вообще ничего не было. Это только было придумано для того, чтобы конкретно, нормально стрясти бабла. Ни больше, ни меньше. Все. Опять-таки мафии сразу. Водители стали покидать кабины, реально начались кражи. То есть куда, что, водителю с собой все вещи забирать на эту 45-ку? То есть отели прям со стоянкой, их нету. Ну там они есть, да, но в большей степени их нету. Вам куда-то надо передвинуться в отель. Либо в хостелы. Да, кстати, зачастую никакие это не отели. Там, если вы думаете, что водитель проводит в люксе президентском с джакузи один, да, ему там приносят официанты жрачку. Не-не-не. Там 8 персон, и все бухие, и все воняют еще, возможно. Вот, потому что они не стирали одежду как минимум месяц. Вот это вот реалии отелей. Я себя комфортно чувствую, лично мое отношение, я себя в кабине чувствую. Я не буду работать в компании, которая будет меня отправлять в отель. Если это какая-то разовая акция, да, конечно, это, не вопрос. Но если это на постоянной основе, я работать не буду. Вот, я здесь мое все, что мне нужно. Кровать у меня круче, чем в любом отеле. Здесь у меня, опять-таки, не в месяц не 35 человек живет, а один. Я. Понимаете, да, разницу? То есть личная гигиена, личное пространство и все остальное. Вот, здесь у меня чисто мое постельное, которое я знаю. Кровать, еда и все остальное. Мне этого другого ничего не надо. А выдумки там эти с отелями, пускай живут те, кому нравится там жить. Мне это не нравится жить. Вот. Так что делаем? Я все никак не могу добить эту тему. Штраф во Франции. Бельгия. Штраф 1800 евро. Базовый водителю идет и фирме. В сентябре интересный был случай в Дании, когда в ходе одной масштабной проверки датская полиция выявила 50 случаев таких нарушений. То есть взяли какую-то стоянку и взяли рейд. Штраф за один случай водитель получил 1340 евро. На перевозчика 2680 евро. И общая сумма вышла на собранных водителей 50 случаев более 200 тысяч евро. Вот вам и ответ. То есть вы представьте, какая-то транспортная организация за один день, это реально за сколько им понадобилось, там 3 часа пускай. Туда налетело просто несколько экипажей. Они срубили больше 200 косарей евро. О каком вы говорите тут защите водителей, безопасности, отдыха? Или водитель получил стресс. Там сколько ему вышло, там 1000 с чем-то евро. Это его может быть зарплата. Может он столько зарабатывает, он повесился в кабине. Все. Или запил после этого, потом на месяц лишился зарплаты. За месяц его выгнали вообще с компании. Поэтому здесь только тупо наживо. Вся вот эта вот история с этими, что 45 нельзя в кабине. Также, да, в странах, да, страны такие у нас есть же вне Евросоюза, которые ближайшие, это у нас, Швейцария, естественно, Англия и Норвегия. Они полностью от А до Я подчиняются европейскому режиму труда и отдыха. Он соблюдается именно у них здесь так. Никаких там нету ни дополнений, ни поправок, ни отступлений, ничего. Отступление есть только в уме. Поэтому я работаю в Скандинавии, об этом я говорю в огромном количестве видео. Я говорил, что здесь послабление по режиму труда и отдыха, тем более зимой. Вот и все. То есть более подробная информация в моих видео, смотрите их не переставая. Собственно, да, штраф, который я получил, и, кстати, это было в Норвегии. Лично мой тоже опыт вам поделюсь. Я им делился, кстати, в Телеграме. Мы там эту тему обсуждали, считали, я сбрасывал графики. Вот, Телеграм, ссылку вы найдете в описании. Значит, штраф я получил за... Сейчас там эти полетят, эти профи. За 4 девятки я получил штраф. Штраф составил 100 евро мне, 200 евро на компанию. Как у меня так получилось, как я умудрился получить первый свой вообще штраф за режим труда и отдыха в Европе с момента работы, то есть с 2016 года.
А это было вот, в этом году это было. Значит, как это получилось? Здесь немножко меня подставила тачка. И то есть в целом подведем итог, что максимальная сумма, которая может быть за 45-ку в кабине, это 30 тысяч евро. Все, как бы с этим вопросом мы разобрались. Так что же делать и как же быть? Я, когда учился на 95-й код, очень хорошо мы эту тему разобрали. И это очень хорошо дело апеллируется в суде, если водитель сделал все правильно. Значит, я нахожусь 45-ку в кабине. Предполагаем мы, да? Такую спроецируем ситуацию. 45-ку я нахожусь в кабине. Чип обязательно нужно доставать. Это я вам говорю свою точку зрения и мнение в целом, да? Если вы делаете 45-ку в кабине. Для чего и почему? Если вы достали свой чип, это автоматически означает, по закону, ну, вообще в целом, да, что вы не находитесь на рабочем месте, то есть в кабине. Это и есть доказательство того, что вас не было в кабине. Чтобы вам не втирали там какие-то левые дешевые курсы, какие-то на стоянке профессионалы и все остальное. Если вы не должны, не обязаны при этом случае, если вас за шкирку в кабине вот не поймали, хотя опять-таки, как вас могут поймать по факту в кабине? Мы делаем 45 часов. В моменте, точнее, что тут происходит? Дядька меняет колесо, походу. В моменте этой 45-ки у вас нету, например, чипа, приезжает проверка. Ну, если не успели куда-то слинять, например, то вы остаетесь, ну, к вам подходит проверка. Первое, во-первых, что вы можете им сказать: в данный момент у меня отдых, и до свидания, ребятки. Показывайте им на время, пишите на бумажке, во сколько у вас заканчивается время. Это юридическая такая идет практика, как ребята делали, как с этим решался вопрос. Допустим, у вас не хватает смелости на это сделать, вообще вам это не надо. У вас там 35 часов на тахе. 45-ку вы делаете? Нет. Я делаю 24, я вот сейчас уже выезжаю. Даже если у вас чипа не стояло. Вы не должны пояснять, почему с ним. Вы уходили в магазин, вы достали чип. Вы ходили гулять, вы с собой брали чип. Вставили чип, открыли страну, у вас нету 45 часов. Все, не вопрос. Единственный момент, если у вас там сзади, они вас дальше начнут проверять, а у вас обязательно нужна была 45-ка, так как у вас уже 2 24-ки использованы до этого. Ну, тогда да, попандос, конечно же, будет. Попандос, вопросов нет. Второй момент. Вы отстояли 45, вставили чип, и к вам подъехала проверка. К вам подъехала проверка. Такие, так, там проверка тахи, туда-сюда. Проверяют. А где вы были 45 часов? И вот здесь ошибка всех. Кто-то начинает тупить, троить и так далее. Вы не обязаны говорить, где вы находились. Вы гуляли, вы бродили, вы спали в кустах, в лесу, в горах. И это действительно так. По международным всем законам прав человека. Вы не обязаны никому говорить, где вы были. Это время. Вы нигде ничего не нарушили, ничего плохого не сделали. Вы не находились в кабине. Вот и все. На суде будете говорить, да, где вы были. Но транспортной инспекции доказательство того, что вы не были в кабине, является отсутствие чипа в слоте. Сейчас там тоже кто-то, наверное, уже потянулся писать комментарий умный по поводу того, вот ты ж двигатель там заводил, там это не заводил. Вообще плевать, я не знаю, кто это делал.
я там сосед. Это уже не относится к делу, как говорится. У нас по факту нам нужно отстоять то, что бы нам не дали штраф за 45-ку в кабине. Поэтому мы все отрицаем. Меня не было в кабине, неважно где я был. Я ходил гулял 45 часов. Просто ходил гулял. Все. Никому ничего доказывать, еще раз повторяюсь, вы не должны. Вам в итоге выписывают штраф, как это, в принципе, на практике происходит. Плевать транспортнику этому французскому, бельгийскому, там, шведскому, норвежскому. Ему плевать, где вы были. Красиво у нас. Сейчас горки. Ему плевать, где вы были. И он вам выписывает штраф. Вот здесь моментик такой, наверное, я его до конца, если честно, не понимаю, так как я не сталкивался с этой ситуацией, подписывать вы можете что-то или нет. Но я могу предположить, что вы должны ознакомиться с тем, что вам дадут. И там вы должны, например, найти такой пункт, что если вы не согласны, вы там что-то пишете, там ставите там свои какие-то данные и так далее и тому подобное. Но если вот этого пункта вы там не находите, то вы ни в коем случае не должны ничего подписывать. Это уже как бы, ну, логично, наверное. И дальнейшее действие, это, конечно же, апелляция. Только через апелляцию все эти вопросы решаются. И каждое дело по 45-ке, если водитель не подтвердил, что он был в кабине, и ему не подсунули протокол, где ему сказали, вот, все, тут с твоих слов, на, подпиши, там на французском, там на китайском, на каком-нибудь еще языке, на финском. Водитель это подписал, а там написано, что он сказал, что он был в кабинете 45 часов, понимаете? Тут вы, конечно же, проиграете. Но если водитель стоял на своем, апелляция выигрывает в 100% случаях в любой стране, в том числе Франции. И мы, собственно, Францию разбирали. Вот в телеграм-канале тоже коллега скидывал письмо. И я это письмо также, оно у меня когда-то было, но, естественно, уже где-то я понятия не имею, где находится это письмо. Мы разбирали на 95-м коде вот это вот как раз-таки дело, судебное дело. Когда подали апелляцию, какая-то прибалтийская компания подала апелляцию во Франции и выиграла, естественно, это дело. И там очень четко прописали в этом деле, на основании чего, а на основании вот этих там прав человека, что водитель не обязан отчитаться, если чипа не было в тахографе, это является прямым подтверждением того, что водитель не находился, короче, в кабине. Вот и все. И там еще всякие нормы, акты, шмакты, все это было описано, расписано. Вот, поэтому есть такое дело. Это все оспаривается. Точно такая же ситуация, не отходя, как говорится, от кассы, по поводу ситуации, когда вам выписывают штраф в какой-то стране. У нас есть пример огромный, это по Швеции. Такой моментик имеется, что здесь зачастую выписывают штраф водителю за превышение, внимательно теперь, так, за превышение 80 км в час, и вам выписывают на основании тахографа. И это, сразу я вам говорю, это незаконно. Но водителям его выписывают. А почему вообще в целом, наверное, еще немножко отступимся, почему же транспортники, полиция очень смело выписывают такие штрафы? Они не слушают ни водителя, ничего, там не смотрят ни на что. Потому что зачастую это перевозчик международный. Там в Дании его остановили, да, он там зарегистрирован, он в Литве, в Латвии. Основано все на том, что мало кто вообще подает эти апелляции, мало кто это дело оспаривает. Зачастую, опять-таки, вот это подсовывая документы вам непонятно, вы их подписываете, тем самым соглашаетесь со всем происходящим, надо их отпускать, они мне засрут все стекло сейчас. Скоро у меня должен быть поворот. Это построено именно на этом. Например, я более чем уверяюсь, водителю выписали штраф там в 1500-2000 евро за... Так, я что-то потерялся. Нет, нам дальше. Нам дальше тут какую-то новую развязку, что-то намутили, навертели. Ага, кольцо. А это все-таки дорожка туда будет-то вести.
Новый туннель с моста, я так думаю. Ну, слушайте, там туннель такой серьезный. Если это так, а там именно дырка выхода из туннеля, а вход мы только видели, когда с моста спускались. Это больше 20 километров, это больше 25 километров даже, по-моему. То есть это больше, чем Лердальский туннель. Короче, ждет нас, наверное, скоро новый рекорд в Норвегии по туннелю. Так вот, на шару. Из 10 штрафов, выписанных водителей, я думаю, в лучшем случае один водитель или компания, ну, то есть вообще компания, конечно же, должна этим заниматься. В частности, если компания не поддержит водителя, ну, то есть, ну, то о чем тут можно даже разговаривать? Это все должно делаться совместно с компанией. И, собственно, крупные дела, такие вот, в том числе Крейс, Гертека, Хигельманы, они выигрывают, потому что у них огромное количество таких штрафов. У них серьезные сидят адвокаты, которые этим занимаются. Ну и вот, из 10 водителей разных компаний один там или одна компания, если подаст апелляцию, то это будет хорошо. То есть в бюджет текут огромнейшие деньги. Огромнейшие деньги. На этом все и строится. Так вот, по поводу скорости. Точно так же мы это разбирали в моем телеграм-канале. И всегда и мы в будущем будем это все разбирать, смотреть все ситуации. Штраф по тахографу вам могут дать только в том случае, если вы превысили скорость тахографа и точка. То есть в моем, например, случае это 90. Там, если у вас тахограф на 85, значит 85 вам тоже больше, чем за 85, вам могут дать штраф. Но нет такого, что если у вас тахограф на 90, там страна придумала, что 80 нужно ехать грузовику, и вам выписывают штраф за то, что вы ехали 90 по тахографу, это незаконно. То же самое с апелляцией, этот вопрос закрывается просто с первого дела и сразу же. Все дела были в интернете, в новостях и так далее. И четким черным по белому прописано: тахограф не предназначен для там этого отслеживания там скорости или как-то так, там все трактуется, все четко это дело делается. Здесь то же самое все делается на шару. Вам дают штраф, дальше делайте с ним что хотите. Хотите апеллируйте, хотите платите. Там, да, они там небольшими штрафиками эти кидают, там 100 евро, там что-то там 150 евро, там такие выписывают штрафы. Но это тоже все, это незаконная история. Вот, если вы, конечно, валите, ну, я уже говорил, там, да, 90 тахограф у нас идет, вы валите 95, конечно, вас могут оштрафовать. Это полностью законно. И таким самым, в принципе-то, по штрафам, наверное, можно подвести такую черту, что самые какие-то крупные были зафиксированные нарушения, это когда в сумме все это дело выходит. В данном теперь уже случае за пару месяцев вам могут насобирать штрафов, но не было еще зафиксировано там превышений, там, ну, в целом, там, на компанию ложится штраф там около 40-70 тысяч, когда суммировали такие штрафы. Вот. То есть больше пока что сумм не было зафиксированных, чтобы кому-то там выдавали какие-то большая сумма. Ну, слушайте, да, как бы я так еще сказал, наверное. Ну, видите, дело для компании. Ну, и смотрите, компания, например, у которой 5 машин, дать такую сумму, это, ну, это выстрел просто в голову, на самом деле. Поэтому зачастую, ну, хотя, наверное, будет это некорректно сказать, что маленькие компании не нарушают. По-разному вообще в целом бывает. Сейчас вот последняя тоже новости я сбрасывал в телегу по поводу в Польше контейнеры там исполняют. Я так понимаю, это сами владельцы были за рулем. Им выписывался штраф около 200 тысяч злотых. Или 200 тысяч злотых ровно, или там 210 тысяч злотых. Короче, считайте 50, да, около 50 косарей. Там 40 косарей, евро. Штрафы за то, что там несколько дней подряд, 3 там дня подряд, то есть там РТО никакого не существовало вообще. То есть, ну, я так понимаю, какие-то контракты урывали, которые нужно было вывести срочно эти контейнеры, и они просто валили, ну и в итоге навалились. Ну, как-то так, то есть это, ну, безумие какое-то просто. Но я тоже так думаю, что это не водители были за рулем, хотя, может, и водители. Честно говоря, я и особо там не вчитывался, я просто посмотрел, за что это было и сколько. Так, петляем мы по серпантинчику в сторону развязки на Сортланд. Еврорегламент у нас отвечает за всю движуху по
РТО. Значит, ежегодно или там раз в 2 года, сейчас что-то чистить начали, выходят такие штуки, как пакет мобильности. Что это означает вообще? Что за пакет мобильности? А пакет мобильности это, собственно, дополнение, которое вводят в этот режим труда и отдыха. Например, там в 22-м вышел пакет мобильности, где обозначили, что там машины должны возвращаться вместо регистрации, водители там тоже там должны куда-то там возвращаться. Ну и что вы думаете, это продержалось недолго. Это продержалось около полугода, все поговорили, где-то какие-то штрафики кому-то тоже прилетали. И на этом все. Все как дальше работали и ездили, так и ездили. Вот и все. То есть момент главный такой, я же говорю, глобально по режиму труда и отдыха, это у нас по регионам. Вот я работаю в скандинавском регионе, да, что здесь отношение совсем другое к режиму труда и отдыха, да. Там во Франции, в Бельгии, Германии, в Испании совсем другое, например. Тоже я слышал, что там итальянцы в этом деле, им вообще плевать на все. Ну там да, так это им и понятно, им надо бабла настричь. То есть о чем там можно говорить, что... Короче, суть я до вас донес по этому поводу. Ну, давайте добьем этот режим в целом, что еще из него есть, какие у нас самые интересные моменты по нему. С 45-кой мы разобрались. Вполне, да. Компенсации, дела вот эти все, это такое уже отдельная история, которую вам нужно лучше изучать в автошколах, потому что я могу здесь ошибиться, меня кто-то послушает, получит за это штраф, зачем мне это надо. Значит, есть у нас экипажная работа еще. Экипажная работа отличается от одиночки тем, что как раз таки нет у них никакого 24-часового периода. Они просто едут и все. Едут тут и едут и едут. Сколько может экипаж ехать в сутки? 19 часов, по-моему. Ну все правильно, по девятке оба, и 10-й час на двоих идет, поэтому 19 часов вождения у них есть. Правильно, вроде бы так. А так, в целом, также у них выходные, 45-ки, 24-ки, это все к ним также приравнивается. Одинаково. Тоже более какие-то точные моменты. Я в экипаже 100 лет не ездил, и я, честно, не владею этой информацией досконально. Да, ну, главное, что, конечно же, то есть экипажная работа подразумевается тем, что вы вдвоем отъезжаете по 9 часов и ложитесь спать вместе. Не один тут спит, у него идет пауза, нет. Только вдвоем отъехали, легли, отдохнули, поехали дальше. Вот так это работает. Так, паромы, да, у нас есть еще в этой теме. Паромы я снимал несколько видео. Там я рассказывал про ломаный отдых. Что это такое? Страшное такое дело, очень ломаный отдых. Поэтому я тоже там все рассказал. Отматывайте назад. Ищите с паромчиками что-нибудь, названия какие-то, и вы все найдете. Кто ищет, тот всегда найдет, как говорится. Из интересного еще у нас есть, помимо наших вождений, там, отдыхов, есть такая тема, как 144 часа общего времени. Правильно, да? Наверное, да. Ну, 144 это точно, а вот формулировка общего, не общего, ну, типа в сумме. Это наши и отдыхи, и... Нет, подождите. 144 часа это у нас наши молотки с вождением вместе. Также есть такая штука, как они не должны превышать 144 часа за 2 недели, наверное. Вот видите, я уже не помню такого, потому что в целом это кто 144 часа перерабатывает или дорабатывает до такого времени, это сумасшедшая какая-то работа. То есть у меня такого никогда в жизни не было, я вам честно скажу. 144 часа работы я никогда не наезжал за 2 недели. Да, есть такой момент, все прописано вот в этих пакеты мобильности, мы от них отошли. Их создают, вот говорю, сделали вот нам то, что за 2 месяца штраф. Кстати, девятка мне также прилетела за 2 месяца. И я не попал, вот если бы по старому закону 28 дней взяли бы, то у меня было бы все хорошо. А у меня нарушение было на 30, то есть заканчивалось 30-м этим днем.
И все, я уже попал в новый график. Вот такая вот канитель. А так бы, ну, все четенько было, то есть, вот, но не прокатило. В общем, Скания писала, я не договорил, наверное, да, что-то перепрыгнул. Писала мне, что у меня есть девятка, по факту у меня ее не было. Вот тут она косянула. Где-то в каком-то моменте я как-то нестабильно проработал, но она мне писала четко, еще есть одна девятка, и я ее сделал, но ее не было по факту. То есть мне уже, я удивлен был, и мне хорошо, что попался как бы, ну хотя как бы не важно, был бы это Норвегия или кто, но мне попался поляк, транспортник в Норвегии, да, такая вот штука. Он с норвежским паспортом живет в Норвегии, и он транспортник, он только поляк и по-польски разговаривает. То есть, естественно, мы с ним как бы понимали друг друга. И он мне сделал отдельный график, вот распечатал, вот именно мы с ним очень, то есть он понял этот косяк, говорит, я понял, что, но вот если бы чуть-чуть вот так это было, то все бы было бы хорошо, там, то есть там закрывались моменты, у меня были переезды по 10, по 15, по 20 минут, это все просто вообще все отпихивалось. Он говорит, здесь я ничего не могу тебе сделать. Вот все, система показала, и ты тут, никак не вывернешься, как бы, вот. Я, говорю, понял, как-то, я такого немножко в шоке был, думаю, как, думаю, я ж, всегда ничего не это самое не делал. Как есть. Затем я понял, что надо мне следить за этой историей, за Сканией, когда она что и какие пишет мне девятки. Вот. Здесь уже ВДОшка, здесь пока что я не слышал случаев, чтобы она обманула где-то с девяткой. В том случае был тахограф Stoneridge, сканиевский. Вот. Не сканиевский, а просто фирмы Stoneridge. Ремонты. Как машину не помой, попадаешь на ремонт, и все, машине всей хана. Просто. Хотел вопрос задать. У меня Таха выдает Gen 2 распечатку и выдает мне две версии. Первую и вторую. У меня, то есть, хочу распечатку взять за день, да, мне вот такой моток вылазит. У кого так и как это поменять вообще? Можно ли? Я просто в настройках ничего там не нашел. В целом там их настроек-то нету, кроме языка. То есть я не разобрался с этой историей. У кого так? И решали вы ли как-то эту проблему или нет, мне интересно было бы знать. По режиму я даже больше не знаю, что вам добавить. То есть я же говорю, чтобы вот так вот не разбирать. Давайте, да, там пробежимся так вскользь. Что еще? А что еще? Собственно-то вроде бы так все и сказал-то. Ночное, да, давайте, да. Ночное есть такая штука, как ночная работа. Это ночная работа от часу ночи до 5 утра. Если вы в этом промежутке начинали или закончили свою работу, то вы попадаете под действие вот этих вот ночной работы. То есть, например, вы заканчиваете в 1:30 ночи. Значит, следующая ваша смена не должна превышать 10 часов работы в сумме. Вот. Если же вы стартанули наоборот, в 1 ночи, в 2, в 3, да, либо в 4:59, то ваша эта смена не должна превысить 10 часов. Этот тахограф выдает мне 10 часов каждую смену. Неважно, когда я вообще начинал, это его глюк такой. Он показывает постоянно 10 часов. 10 часов у вас уже все. Конец у вас работы. Хоть я начал в 8 утра, хоть в 9, хоть в 10. Вообще по барабану ему. Он показывает всегда ошибку. Это такой прикол, наверное, чтобы водителя держать в тонусе. История на заправках, на загрузках. В новых тахографах сейчас надо ставить там даже как бы... Там уже есть в менюшке такое, что там на разгрузке, на выгрузке. В Скандинавии мы этим не пользуемся. Кто пользуется, пользуйтесь, я не пользуюсь. Менять страну тоже уже не надо. То есть там еще год назад нужно было останавливаться посреди границы просто колом и менять страну. Сейчас уже не надо, все, уже GPS, уже все поменяли. Ладно, хорошо. Начало у нас страны, конец страны. ВДОшки новые, когда ты находишься возле воды,
начинаешь свою смену, у тебя все сбивается, и ты заново ищешь свою страну, где ты потерялся. Я как-то говорил в одном видео, что была такая проблема, мне ребята пояснили, что это ты, оказывается, возле воды. Ну, я так по памяти вспомнил, что да, в натуре я был возле воды каждый этот раз, когда она сбивалась, и страны все теряются. Обычно все это сохранено, когда в обычном режиме работаем, и то есть нам не надо искать свою страну. У нас там 2-3 страны плюс-минус, всегда вот они на подхвате. Их как бы удобно, не надо ничего искать. Но уже дело не про это. Про паузы. Паузы мы можем разрывать. Мы можем разрывать паузу между вождением в день. То есть вот это вот когда у нас непрерывное вождение и пауза 45 минут. Мы эту паузу можем делить на 15 и 30. Именно на 15 плюс 30. Не 30 плюс 15 или там 10 плюс 40. Нет. Именно 15 и именно 30. Как это работает? Я еду, начал я свою смену, захотелось мне заехать в душ там, проехал я 2 часа, остановился, сходил в душ, отстоял я 30 минут, у меня вариант либо достоять еще 15 минут и выйдет 45 минут, либо я могу поехать, но у меня засчитается 15 минут отдыха, не 30 минут, так? И следующую паузу я доеду там своих 2,5 часа и стану, отстаю 30 минут, например, вам, да? Когда вы в плотном графике работаете, иногда это вам нужно, чтобы вам ваша компания мозги не компасировала, например. Магазин, я еду, 15 минут я залетел на магазин, следующая пауза я полетел, пообедал. Через, 30 минут доделал свои. То есть, понятно. Также мы можем ежедневный наш отдых разрывать на 3 плюс 9. Точно так же. Среди 24 наших этих часов мы начали там вождение, приехали, например, ожидаем долго загрузку, и мы стоим 3 часа, ждем загрузку. Все, на кроватках стоим нормально, что нам. Вот. Отстояли 3 часа, тем самым наша пауза следующая может быть, то есть не пауза, когда мы станем на паузу, это будет уже 9 часов. Мы можем 9 часов отстоять, и у нас не засчитается наша вот эта вот девятка, потому что у нас выйдет, мы не превысили рабочее время в 13 часов. 13. Тык-тык-тык-тык. Так, секундочку. 12. Что-то у меня сбилось в голове. 3, 11, 13. Все правильно. Сам себя я чуть не надурил. Тем самым, то есть, если мы делаем так, 3 плюс 9 в каком-то дне, например, это был понедельник, просто, образно говоря, то мы еще после этого можем делать 3 девятки. И вот еще моментик. Вот эти вот девятки, которые я говорил, отдыха, и 2 десятки, и их мы можем делать не так рандомно, как у нас может начинаться там начало недели, там в среду, в пятницу, неважно когда, то в этом случае про эти десятки, девятки у нас речь идет именно с понедельника по воскресенье. Только так. То есть с понедельника по воскресенье все понятно. 3 имеем 3 девятки, 2 десятки. Например, если мы начинаем рабочую неделю свою, вот мы ее начинаем в пятницу. До этого у вас не были вообще, мы выезжаем только с базы. Вот так будет. Мы выезжаем с базы, мы были до этого дома 2 месяца. У нас чистая таха, все чисто. Начинаем мы работу в пятницу. Мы можем в пятницу делать с пятницы на субботу 9 часов. С субботы на воскресенье. Субботу мы можем также работать 15 часов. То есть, если мы работаем 15 часов, то у нас сгорает девятка. Потому что 15 плюс 9 у нас 24. 11 уже не плюсуется к 24. И к чему я веду? Дорога иногда отвлекаешься и просто вообще сбиваешься на мысли, что ты хотел сказать и вообще о чем ты вообще в целом разговариваешь здесь. Я не понимаю. Вообще для чего я это видео снимаю-то на самом деле? Просто давно многие в
целом просили, да, что-то там сказать. Ну и я как бы для галочки, наверное, ну как бы канал-то все равно от дальнобоя, решил вот сделать именно в таком вам формате, со штрафами, с такими историями, как бы не вот формату. Так, рисуем график, погнали. Нет, никаких графиков. Я не учитель. Так вот, как мне вспомнить сейчас, что я говорил до этого? Хоть бери да перематывай этот самый на камере. Ай, девятки, десятки, одиннадцатки, пятнадцатки, 45-ки, сокращенные, несокращенные, девятки, десятки. Вот, вспомнил я. Девятки, десятки. Мы начинаем в пятницу, с пятницы на субботу мы делаем паузу 9 часов, сгорает у нас одна девятка, раз. Затем мы в субботу работаем 15 часов, сгорает вторая девятка, 2. Дальше мы продолжаем работать. Воскресенье. Воскресенье мы также либо работаем, либо делаем паузу 9 часов, у нас 3. И, внимание, дальше. У вас начинается понедельник. А значит, у вас добавляется к вам еще 3 девятки, 2 десятки. И вы также можете дальше их исполнять 3. То есть у вас их может быть 6. А? Как вам такое? Прикольчик такой. Вот это вот, да. Такое небольшое обман такой. Режим обманывает нас таким образом, типа. Вот. Поэтому ищите компании, где вы работаете с понедельника по пятницу, и тогда у вас таких проблем не будет. То есть, ну, прикиньте, в таком режиме вальнуть, вы, то есть, ну, выше десятки можете использовать, все это вместе. То есть, вы пятницу валите 15 часов, 10 вождения, ну, 15 часов общих, я имею в виду. 10 часов из них вождения, пауза у вас 9 часов, следующая пауза 9 часов 10, затем 10 мы не можем, мы их использовали в воскресенье, но делаем 9, и затем мы опять 10, 10, 9, ну, с этим вместе, ну вы поняли, что работа будет жесткая такая, в очень жестком режиме, то есть, ну вот если куда-то кому-то надо, так вот с пятницы стартуя и куда-то там домчать быстро, то да, это вполне реально все это сделать. Ну и конечно же у вас вылетит сразу бабам, 56 часов, это за это все дело. Следующую вы неделю доезжаете и потом делаете все свои компенсации. Вот такие вот есть уловки, так сказать, для кого-то. Ну тут уже опять-таки в зависимости, кто как использует режим труда для себя или для компании или для кого-то еще. Например, я помню слова своего наставника в Крейсе. Вот он мне тогда сказал, и я это запомнил. Используй режим труда и отдыха для себя, для своего комфорта и для своей лучшей, как бы, там работы. Ну, я уже немножко перефразировал, дословно я не помню, как он сказал в данный момент. Если посидел бы, подумал бы, может быть, я и вспомнил бы. Но вот именно так, то есть, чтобы режим труда и отдыха работал на тебя, а не ты работал на режим труда и отдыха. Вот так. И как бы да, смотрите, себе выписывайте. То есть тоже моментик такой при проверке вот за вот эти вот 45-ки в кабине, за какие-то другие, может быть, штрафы. Держите при себе, да, держите при себе какие-то шпаргалки в плане выписанных там директив, каких-то там статей, того, на что вы ссылаетесь. Имейте вот английский документ, например, распечатанный вот из суда, выдержка на английском языке, дело такое, француз до вас доколебался, вы ему на, чувак. Я не хочу тебе говорить, где я был 45, и показываешь ему это письмо. И я вас уверяю, он заткнется. Где взять это письмо? А вот надо было вовремя подписываться на телеграм-канал. Вот что я могу сказать. Так что вот такие вот дела. И всегда какое-то любое тоже нарушение, всегда фактор, естественно, влияется водителя. Никогда не слушайте, когда вам кто-то там на стоянке, посторонний человек будет что-то вам рассказывать про то, где, как ему дали штраф, за что, потому что он никогда не доскажет
своей неправоты. То есть водитель всегда считает, что он прав во всем, всегда, везде. Свои ошибки он никогда в жизни не признает. Только там, ну, люди, которые давно, например, общаются, могут сказать еще кому-то правду там друг другу, да, например. Но зачастую все это искажается, и мы до конца не можем... Вот водитель рассказывает, вот мне все, вот дали мне штраф за 45-ку. И чипа не было, там, и все дела. Но мы не будем знать всей на 100% информации конкретно, как это все происходило. Но я уже сказал до этого и еще раз скажу, что вероятнее всего, по итогу, он ушел в отказ. Но в итоге ему подсунули бумагу, где было написано где-то там мелким шрифтом в углу, что водитель подтвердил данные, что он находился в кабине. А там в другом месте было бы написано, что водитель там не согласен с этим, например. Ему дали такое место, а в уголке все равно было написано то, что он это подтвердил. И все. Тут уже проигрыш. Вот такие моменты. Дело случая, опять-таки, дело случая. То есть, видите, у меня... Сейчас на карку, естественно, сам себе. Вопросов вообще в целом, даже разговора с транспортниками у меня никогда в жизни не было за 45-ку в кабине. За больше, чем 10 лет. Ну вот, как-то так. За скорость то же самое. За скорость, единственное, я даже сам... Нет, тогда, когда меня на контроль взяли в Норвегии, поляк, проверяли мы там, что у меня там вообще происходит. И он говорит, вот тут как бы скорость есть, говорит, говорит, мы за это не штрафуем. Прямые его слова, говорит, мы с ним затронули эту тему, что вот, говорит, что там в Швеции, типа, штрафуют за это. То есть они сами в шоке, говорит, мы такого, как по тахографу можно штрафовать, то есть, мы таким не занимаемся. Вот. Я говорю, шведы вроде бы как занимаются. Но опять-таки тоже не со шведами, ни шведы, ни норвеги мне за это никогда никто ничего не говорил. Вот там, смотри, ты что-то тут ехал, непонятно как это самое. В общем, я же говорю, каждая ситуация индивидуальная. И вам никто никогда до конца не скажет правду. Вот так. Я вам сказал по чесноку. У меня единственный штраф за 4-ю девятку. Я вам об этом рассказал. Все. У меня был единственный штраф отдельный, вы сами знаете, за весы. 2 штрафа были, но это дело уже не относится к режиму труда и отдыха. Также у меня был штраф во Франции, я о нем тоже рассказывал, 50, что ли, евро. Это было связано с общими запретами для грузовых. То есть это тоже не относилось к режиму труда и отдыха. Это был непонятный какой-то запрет в непонятный вообще день, выходящий из всего. Акцию, там все было подготовлено французами очень четенько. Начали всех подряд просто грузовиков тормозить и рассказывать им, что вы сегодня не можете ехать. И, это просто выглядело как цирк. Клоунада и цирк, так при том в том, что я даже не выехал на автобан, а уже получил штраф. Я выезжал со стоянки, внутри стоянки есть кольцо, на этом кольце меня развернули, поставили обратно в елку и влепили штраф. Я тоже, опять-таки, коснись подать апелляцию на этот штраф, я уверен, что я бы выиграл. За 50 евро, кто бы тут что делал. Тем более 50 евро эти тогда с меня не высчитали. Вот. Так что вообще в целом моменты, главное, говорю, обсуждать всегда это с работодателем. Все эти истории, как правильно, что, для чего и почему. У каждого свои схемы. И даже если ихняя компания схема идет наперекор вашей, вы же не будете что-то свое трактовать. Я же говорю, всегда не нравится, дверь там. То есть исполняешь наши условия, тогда мы платим штраф. Обычно компании, большие компании именно так ставят этот вопрос. Ты делаешь вот это, ты делаешь именно так, и мы штраф тогда оплатим. Вот в чем вся и суть. Оплатит вам работодатель штраф или не оплатит. И опять-таки еще момент, не забывайте, по режиму труда и отдыха. Накопительная система штрафов, а тем более одинаковых штрафов, вам ничем хорошим не грозит. И депортацию вы за это тоже можете получить. За постоянное несоблюдение. Опять-таки, тюремный срок, лишение прав, это все имеет место быть.
Поэтому думайте всегда сами. Если вам работодатель говорит, мы работаем только через 24, 24, 24, 24, мы все оплачиваем, все хорошо, подумайте 10 тысяч раз, надо ли вам это или нет. Вот и все. И за какие деньги вы это будете делать. А у меня все. И с вами был канал Tracker in Scandinavia и Федор. До новых встреч. Пока-пока.